Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим всеми любимый торт Наполеон, но это будет ленивый рецепт, ведь мы не будем с вами возиться с тестом. Все будет намного быстрее, проще, но также очень вкусно. Берем 3 яйца, добавляем щепотку соли, 200 граммов сахара, 50 граммов кукурузного крахмала. Перемешиваем венчиком до однородности. Добавляем 750 граммов молока. Ставим на небольшой огонь и постоянно помешивая, никуда не отходим, завариваем крем. Когда увидели первые бульки кипения, провариваем крем еще 30-60 секунд, чтобы заварился крахмал. В горячий крем добавляем 20 граммов ванильного сахара. Чтобы крем быстрее остыл, я ставлю его в раковину с холодной водой и периодически перемешиваю. Так он очень быстро остывает. Если же у вас есть время и вы никуда не спешите, то можно просто накрыть крем пищевой пленкой в контакт и оставить его до полного остывания. Вместо теста мы будем использовать лаваш. Очень важно подсушить его в духовке. Он приобретает такой румяный цвет и ореховый привкус. Это очень важно, чтобы получился именно вкусный Наполеон, но при этом ленивый. Потому что если взять сейчас лаваш и просто смазать его заварным кремом, то получится совсем не то, и торт получится резиновым. Здесь у меня 3 листа лаваша общим весом 300 граммов. Подравниваем края. Обрезки также подрумяниваем. Всего у меня получилось 12 коржей и обрезки, которые еще запекаются. Запекала я приблизительно 3 минуты при температуре 200 градусов. Вы же ориентируйтесь по своей духовке. Для торта я буду использовать 9 коржей как коржи торта и 3 коржа буду использовать для посыпки вместе с обрезками. В остывший крем добавляем 150 граммов мягкого сливочного масла. И крем и сливочное масло должны быть одной комнатной температуры. Берем один корж и выкладываем на него 2-3 столовые ложки крема. В итоге я использовала 10 коржей для торта, и у меня осталось 2 коржа и обрезки для посыпки сверху. Обмазываем тортик сверху весь кремом. Чтобы не разлеталось во все стороны, можно накрыть пергаментом. Чтобы крошка не была пресной, я добавляю сюда сахарную пудру. Посыпаем торт сверху.
Достаем пергамент. Накрываем чем-то, чтобы торт не заветривался, и ставим в холодильник хотя бы часика на 3-4, чтобы он пропитался. Тортик пропитался, теперь давайте будем его пробовать. Лаваш жадно впитывает в себя крем и увеличивается в объеме. В итоге мне кажется, что торт увеличился где-то в 1,5 раза в ширину и в длину. Давайте пробовать. Получается очень вкусный торт. Конечно же, он не конкурент Наполеону, потому что если вы пробовали Наполеон по одному из моих рецептов, то это что-то, конечно, гениальное и намного-намного вкуснее. Но это торт ленивый, на скорую руку, очень вкусный крем, лаваш полностью пропитывается. Никто не скажет, что это лаваш, а подумает, что это какие-то специальные такие коржи, если человек не знает, что это лаваш. Но эти коржи, они не совсем не похожи на коржи для классического Наполеона. Но для домашнего чаепития отличный торт, разлетится у нас на ура, потому что мы любим Наполеон, но возиться с ним, конечно, не всегда хочется. Ссылки на рецепт классического Наполеона я оставлю вот здесь, а также в описании под видео. Я надеюсь, что вам пригодится этот рецепт. Всем пока, до новых вкусных рецептов!